Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я думаю, что подсказки вашего шестого чувства и образы карт какой-то пазл помогут сложить или на какое-то решение вас наведут. Сегодня две колоды. И первая это у нас колода золоченого таро с иллюстрациями Чиро Маркетти и колода Ленорман. Я ее решила использовать. Мы зададим вопрос, чему нужно уделить внимание. Вот что для нас может быть скрыто, но что есть по факту. Вот такой какой-то вопрос мы с вами зададим. Но вначале традиционный расклад. И первая карта, что важно знать. Давайте, мои дорогие стрельцы. По мнению карт, конечно, как они видят эту неделю для вашего знака зодиака. Много разных планетарных событий как раз начинается на этой неделе. Кому интересно, есть плейлист события до конца июля. И вы можете перейти, найти свой знак зодиака или посмотреть по асценденту, или даже по луне. Итак, что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать? И традиционно дела, работа, бизнес. Посмотрим энергию. Что по финансам? И что в личной жизни? И давайте достану карту Ленорман. Что для нас наиболее, может быть, актуально будет, или что нужно принять во внимание. Как Ленорман видит вашу ситуацию, может быть, на неделе. Итак, что важно знать? Карта императрицы. Вообще, мои дорогие стрельцы, мы можем заканчивать наш прогноз, потому что по императрице, да, вообще полный порядок. Конечно, у кого-то может проиграться, допустим, вопросы, с вашей мамой, может быть, да, какие-то общие темы, может быть, или что-то вы планируете. Но не всегда это обусловлено, чаще все же по энергетике карты. Это карта власти, но власти доброй. Это карта наших возможностей безграничных. Хотя, повторюсь, у кого-то и в личной жизни может проиграться, например, ведь это все-таки статусная карта, как предложение даже руки и сердца. Или, если вы встречались, вы можете надумать перевести наши отношения на другой уровень. То есть, как бы идет все к смене статуса. У кого-то известие о беременности. Мои дорогие девочки, у кого-то, правда, такое тоже может быть вполне. Или рождение какой-то новой идеи, какого-то нового проекта, может быть. Потому что императрица часто изображается беременной, имеется в виду и буквально беременность, как я уже сказала, или это плодовитость в плане идей каких-то новых. И как раз, мои дорогие стрельцы, это вас и отличает как оптимизм, так и не теряем бодрости духа и постоянно идем вперед, видим какие-то возможности. Но и, знаете, взаимодействие с миром здесь как раз таково, что мы можем со всеми договориться. Ведь императрица, она сама по себе более лояльно как бы настроена. Или, по крайней мере, она транслирует это. Добрая энергия это на самом деле может проигрываться, и поэтому способность к диалогу или способность к пониманию, например, чего нам часто не хватает всем. Вот у вас на этой неделе может проиграться, что какие-то очень важные вопросы вы словно благодаря дипломатии можете закрыть. Или ваша сильная позиция, это может проигрываться, как, знаете, подтверждение вашего профессионализма какого-то, да, и тогда будут внимать то, что вы говорите, потому что ваше мнение будет ценно. И вот так тоже может проиграться. Одним словом, у каждого по-своему, в любом случае, это сильная позиция. Чего не избежать? Шестерка мечей. Любая 6 в колоде Таро – это всегда какая-то победа. И вот это та победа, которая поначалу может быть, так неотчетливо видна. Где-то ощутимо на уровне интуиции. Это какое-то новое дело, когда мы не боимся практически вступить либо на непознанную землю, или
заняться каким-то новым ремеслом или какой-то новой темой, изучением новой профессии, или мы приобретаем новые какие-то навыки. Одним словом, есть обновление, либо начало какого-то нового периода. И, несомненно, это карта мужества, когда у нас хватает, ну, где-то решимости идти вперед. И тогда вот эта самая решимость, когда мы надеемся сами на себя, она как будто будет вознаграждена, и заранее нас карта хочет предупредить о том, что какой-то успех нам точно обеспечен. Для кого-то из вас это конкретная поездка. Может быть, очень далеко, может быть, это тот переезд, который вы планировали, и, скорее всего, вы его осуществите. Может быть, не буквально на этой неделе, да, на этом следует сделать акцент. Но у кого-то еще может быть смена работы, которая, предположим, удаленная теперь будет. Или вы решите, я не буду больше ходить в офис, я буду работать сама на себя или сам на себя. Я открываю, может быть, бизнес, свой собственный, как интернет-магазин. Или работа связана с большим объемом информации, или работа посредством интернет, или работа с командировками, или просто, может быть, будет какое-то известие, и вам придется совершить недалекую поездку. И такое тоже может быть. Ну, наверное, тысячи вариантов по этой карте, и карта все равно нам говорит об успехе. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Вот нам может помешать, если мы будем так дистанцироваться от людей, хотя мы не будем ими довольны, безусловно, по пятерке мечей. Есть какие-то минусы, которые, скорее всего, тянутся из прошлого, но, может быть, с людьми нам все равно придется решать какие-то вопросы, нравятся они нам или нет. Или по этой карте нас могут кто-то, ну, словно, знаете, вытягивать на конфликт или вспоминать начать там что-то из прошлого. И карта нам говорит, держись позиции где-то стороннего наблюдателя, но ты, самое главное по этой карте, ведь это воин в душе. И мы никому ничего не доказываем. Есть какая-то правда. И сколько мы ее не транслируем, тут как будто мы не получим никакого эффекта. Мы потратим время, потратим душевные силы, может быть и нервы, но все равно все разойдутся при своем мнении. Поэтому мы и сохраняем стержень внутри себя, наши какие-то собственные принципы. И есть еще такое значение, когда мы где-то не позволяем наступить своим принципам или, как говорят, на горло собственной песни в угоду хорошему отношению. И каков бы ни был человек по должности, это не значит, что мы с ним будем спорить. Нет, но мы просто останемся тихо и спокойно при своем мнении, потому что есть какая-то реальность, и мы ее попросту видим. Это карта, когда, знаете, на нас не оденешь розовые очки. И с другой стороны, нас не окунешь в какие-то эмоции со знаком минус. В целом, как бы ни было, это сильная позиция, потому что мы видим какую-то реальность. А что нам помогает? Любовь, мои дорогие стрельцы. Ну, есть, видимо, какие-то отношения в паре. Или есть какая-то дружба такая теплая, душевная. Вот эта карта как раз говорит об искренних чувствах, о той любви. Пусть она может быть не страсть, как по 15-му аркану, но это то, что надежно, это то, что надолго, это то, что нам, знаете, в трудные минуты, может быть, и помогает, может быть, партнерские отношения, тоже добрые, доверительные. И отчасти это карта дипломатии, и у кого-то может проиграться тот момент, как я сказала, и имеется возможность с кем-то договориться. Все зависит от тех вопросов, которые у вас стоят на повестке дня. Но вот компромисс, как минимум, мы точно можем со всеми заключить. Главное, было бы желание, и главное, какие цели мы перед собой ставим. Но в первую очередь это карта искренней любви. И поэтому любовь, безусловно, нам помогает. Дела, работа, бизнес. Но тут мы немножко надеемся сами на себя. Карта отшельника. И, знаете, не надеемся на его величество счастливый случай, правда. Но это старший аркан. Это нам о чем говорит? Что будет, видимо, по той или иной ситуации, которая именно касается ваших дел, может быть, заработка или планируемых дел. Какую-то работу мы вынуждены будем проделать сами, буквально в одиночестве. С другой стороны, нам именно наша как бы работа или какая-то деятельность, это будут и наши бонусы. У нас наш успех не заберет никто, благодаря тому, что нет
участников больше. И поэтому это какую-то нам создает неуязвимость. И, видимо, для вас это будет важно, ну, правда, с картой императрица все-таки статус как будто нужно поддерживать. Но и с другой стороны, это говорит еще о том, что нам никто не мешает. Вот я люблю эту карту, что, в принципе, могут быть по этой карте какие-то, ну, словно задержки. Вот это да, потому что отшельник, он не бежит. Нет скорости в этой карте. Но даже если вот так размеренно, как-то методично, планово, мы все равно приходим к той цели, которую мы перед собой поставили. То есть абсолютное какое-то достижение, ведь это у нас мудрец, он ведь знает, куда идет, он знает, что он делает. И его, опять же, вот где-то в контексте того, что его невозможно увлечь какими-то, ну, такими пространными красивыми речами, или какой-то лестью, или ему там с 3 короба наобещать, а потом, ну, как-то ретироваться. Нет, он мудрый, он знает все. И вот где-то ваша сильная позиция в вашем знании и умении видеть вот так спокойно, хладнокровно, как мудрец-отшельник, что же есть по факту и на самом деле. Ну, сильная позиция, хотя, может быть, от нас это потребует, ну, каких-то физических сил, душевных, я бы не сказала, потому что отшельнику это состояние, хоть он и идет один, ему ведь это не сложно, ему наоборот от этого легче, что нет каких-то помех, понимаете? Но физически какое-то напряжение, значит, в течение недели для вас, мои дорогие стрельцы, ну, может быть, не для всех, но может быть какая-то усталость, это правда, потому что каких-то много задач, а по 6 мечей чего не избежать, часто по этой карте проходит режим многозадачности в принципе, когда и новостей много, и людей много, и каких-то быстро развивающихся или меняющихся событий. И вот на всех этих волнах таких перемен, может быть, или какой-то турбулентности в течение недели мы можем плавать, несмотря на то, что даже это где-то будет для нас, ну, напряжение какое-то потребуется, но нам это не будет слишком тяжело. Вот это точно. Что у нас по финансам? 7 жезлов. Вот, кстати, у кого-то может проиграться, к примеру, да, чему сейчас не время. 5 мечей. С 7 где-то жезлов может перекликаться, ведь это у нас, в принципе, как какой-то спор, соревнование, выяснение отношений. Хотя в этой колоде карт как раз у нас человек, посмотрите, он уверенно стоит, спокойно. И эти самые жезлы, словно палки, 6 штук, летают возле него, ни одна не приближается. Карта нам говорит тоже о том, что мы никому ничего не доказываем, но позицию, опять же, стороннего наблюдателя сохраняем. Может быть, знаете как, не тратить деньги на этой неделе или не поддаться на чьи-то уговоры будет важно. И вообще с деньгами-то надо быть на этой неделе особенно аккуратному. У меня есть видео как раз по поводу события до конца июля. Я рассказываю, какие планетарные явления. И у нас Венера, которая как раз отвечает за отношения и финансы. Она у нас 23 числа входит в фазу ретроградности. И Меркурий 23 числа тоже как бы встречается с черной луной, извините, Лилит. И здесь могут быть как какие-то фейки, здесь могут быть какие-то информационные технологии со знаком минус, когда нам пытаются, ну, люди, которые задумали что-то не очень добропорядочное, перевести нас, например, по каким-то мутным ссылкам на фишинговые сайты, или могут где-то провисать системы электронных расчетов. То есть вот мы в этом плане себя бережем. И вот эта конфигурация, она может о себе говорить или как бы предупреждает, что нужно быть в целом по финансам, по информации аккуратному, подмечать какие-то детали, нюансы, чтобы ничто не ускользало от вашего пристального внимания, все, что касается деньги, отношения, чтобы, ну, где-то не было двойственных ситуаций, или когда вы перестаете где-то какой-то процесс контролировать, держать все от начала до конца под контролем. Ну, наверное, как и у императрицы у вас, это старший аркан, и также и по отшельнику. Он надеется сам на себя. И он настолько внимателен и педантичен к деталям. Вот тут, кстати, в этой колоде, я надеюсь, видно,
как будто шел отшельник, и вот этот фонарь, который в руке у отшельника, это не что иное, мои дорогие, как прообраз интуиции. Почему есть такое значение, что фонарь включается в тот момент, когда это необходимо? То есть наша интуиция, как подсказки собственной души, приходит в нужное время. И вот здесь включился фонарь, и отшельник подсвечивает, что же впереди на дороге, а впереди змея. Вот поэтому будьте аккуратны, мои дорогие, будьте внимательны. Что в личной жизни? А в личной жизни может быть начало нового чувства или какие-то новые отношения. Или ваши отношения переходят на какой-то новый уровень. Для кого-то это может быть и творчество. Ну, в личной жизни не всегда только про любовь. Или какой-то ваш новый проект. Ведь это всегда вдохновение, которое нас заполняет полностью. И вот мы где-то можем забыть обо всем и будем заниматься, ну вот как по императрице, ведь любой наш проект – это наше детище, и относимся мы к нему как к ребенку. Мы переживаем, мы хотим, чтобы у нас что-то получилось. И здесь мы будем вдохновлены или упоенно заниматься тем, что нам нравится. Вполне такое может быть. Но в этой колоде, обратите внимание, нам показан шут, как маг, по сути дела. Он жонглирует всем зодиаком, всеми знаками зодиака, и нет ничего для него невозможного. То есть вообще по значению эти карты, нулевой аркан у нас идет шут, и следующая ступень это маг. Очень тонкая грань между шутом и между магом. Поэтому для вас открываются какие-то новые возможности. Но все подмечать, мои дорогие, и где-то, ну, чего-то не прошляпить определенно смысл будет. Поэтому, если мы надеемся сами на себя, вот тогда, или знаете, еще такой момент, когда мы себе, ну, где-то останавливаем себя в душевных порывах, когда мы чем-то, ну, прямо как очарованы, да, когда есть вот такой момент, когда мы можем замылить себе глаза, потому что будет что-то приятное, очень такое значимо хорошее у вас на этой неделе, и это может придавать где-то самоуверенности. А нам говорят, что ну вот подвох-то может быть именно со стороны. Не то, что кто-то из ваших людей, кого вы знаете, какой-то подвох наметил, но мы сами можем что-то прошляпить из-за того, что у нас внимание может упасть. Вот поэтому концентрация внимания, она все-таки предполагается даже по карте Шут. Иначе как бы он смог жонглировать целым зодиаком? Ведь он жонглер. А для того, чтобы жонглировать или манипулировать, нужно обязательно остроту момента чувствовать. Вот чего нам и советует карта. Давайте мы откроем с вами Ленорман. Что же для вас будет наиболее важно, или что вот как бы квинтэссенция этой недели, по мнению карты Ленорман. Шикарная совершенно карта, и значение у нас дом. Это то, что надежно, это то место где-то нашей защиты, это наша цитадель, это как мой дом, моя крепость. По этой карте также проходит еще и значение финансового успеха или финансовой стабильности, хотя для кого-то из вас это может просто означать какая-то реструктуризация у вас дома, или ремонт, или ну, что-то вы хотите улучшить именно, сделать жилье более комфортным. Для кого-то это значение вашей семьи, ваших близких людей. И вообще для вас, наверное, будет очень важно то место, куда я прихожу отдыхать, там, где я себя чувствую в безопасности, там, где мне надежно, там, где мне, знаете, как теплое гнездо, где я могу расслабиться попросту. И это может касаться как непосредственно вашего жилища или какие-то вопросы, связанные с ним. У кого-то это может быть переезд и выбор жилья, купля-продажа жилья. Но тут будьте осторожны. Я бы сказала, по ретро-Венере, ну, нужно, по крайней мере, так вот, чтобы мы легко достали деньги из кармана и сказали, вот я плачу, то нет, по крайней мере, с 23 числа. Как будто продавать мы можем, но тоже нужно быть внимательным, чтобы не попасться на какие-то ну, непорядочные варианты. Но в идеале, конечно, все это делать, когда Венера уже закончит ретро-движение, но это произойдет не раньше 4 сентября, поэтому здесь, наверное, ну, будьте внимательны, одним словом. Но еще и по карте Дом у нас может быть, знаете, как
Может быть, родительский дом, может быть, мы поедем в то место, где мы выросли, у кого-то тоже может быть такое значение. Или по этой карте может еще проходить как какие-то повседневные заботы, сам по себе период как бы у нас, когда мы как и контролировать можем все, так и преувеличить свое благополучие. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.